Привет всем! Меня зовут Марченко Виктор. Последние 28 лет я работаю психологом. И сегодня вопрос: правда ли, что психологу выгодно, когда пациент к нему ходит долго? Если тезисно ответить, то да, в какой-то мере психологу выгодно, когда к нему ходят долго пациенты, и выгодно по двум причинам. То есть есть финансовая причина, что если пациент долго ходит, то у психолога есть какой-то такой стабильный доход. И это очень важно, да, в частной практике. Есть профессиональная причина, что чем дольше к вам ходит пациент, тем вы в лице, да, своих коллег вы находитесь на более высоком уровне, да, потому что не секрет, чем дольше к вам могут ходить пациенты, тем выше ваш профессионализм. И третья причина, да, выгодно, потому что это удовлетворяет интересам пациентов, причем пациентов среднего класса, да, то есть когда уже нет острой боли, но когда есть необходимость менять какие-то структуры либо у пациента, либо в паре, либо в семье. Потому что многие вопросы, например, они не решаются там, в краткосрочной терапии. В краткосрочной терапии, как мы помним, решаются просто такие простые вещи, там, типа как снятие тревоги, у нас снимаются, возможно, какие-то травмы, либо какие-то острые конфликты. Но долгосрочные конфликты между жизнью и смертью, между тем, кто я есть, куда мне сейчас двигаться, потому что человек, он меняется. Он каждые 5 лет, мы по большому счету задаем регулярно себе вопросы, кто я и куда мне двигаться. И, собственно, ответ на эти вопросы, он ключевой, он базовый для нашей жизни. И чем больше мы их себе задаем, тем больше защит выстраивается, да, то есть тем больше нужен профессионализм психолога, чтобы их решить. И тут надо понять, да, по поводу краткосрочной терапии. У нас очень много там копий, да, сломано. Здесь надо понимать, что вот у нас всегда есть противоречия, да. Есть противоречия между интересами клиник, да, которым нужны вал психологов, которые могли бы работать 2-3 года эффективно, работать в краткосрочной терапии, это от 3 до 12 встреч. Вот. И этому довольно легко научить, буквально за 3-6 месяцев можно обучить психолога, да, то есть любого уровня, чтобы он делал достаточно хорошую терапию вот в этом диапазоне. Вот, то есть ты там снимаешь тревогу, ты снимаешь какие-то острые конфликты, вот, ты даешь возможность пациенту начать по-новому думать. И надо понимать, да, что любые изменения, они происходят только со взрослым человеком, если он сам решает измениться. То есть любые психологические техники, манипуляции и так далее, то есть они направлены на то, чтобы увеличивать способность пациента к саморефлексии, к самопознанию. И когда он себя лучше понимает, то тогда он может принимать лучшие решения. Вот. И вот мы смотрим, да, я вот, например, директор клиники, да, мне не нужны, например, супер-пупер профессионалы, которые работают в частной практике. Во всем мире в частной практике работают профессионалы, да, потому что на краткосрочной технологиях ты не выживешь, то есть тебе нужен поток пациентов. И в частной практике у нас поток пациентов не такой большой, то есть там поспрашивайте профессионалов, у них там 5-10, у кого-то 20 пациентов в год приходят новых, да, а у кого-то может быть 50, то есть, это уже такие большие цифры. А в частной практике у нас 50 пациентов могут приходить в неделю, да, или там в месяц. То есть это несопоставимо, да, то есть частная практика и клиника. Но тут еще нужно понимать интересы пациентов и интересы клиник. То есть если интересы клиник, если мы говорим если это еще как-то там есть какие-то страховые общества, либо это какой-то Минздрав каком-то, вот это не про СНГ, но это, скажем, про Европу, Америку, то есть что там это оплачивается из страховки, по крайней мере 80% оплаты там, работы психолога идет там из какой-то страховой суммы и до какого-то определенного количества. И поэтому, да,
есть интерес там, страховых обществ, чтобы побыстрее, чтобы стандартизировать эти техники, да. Но мы знаем, что техники, они приводят к тому, что к двум вещам. То есть, с одной стороны, ты можешь быстрее обучить профессионала, у тебя меньше времени уходит на это. Вторая причина – это проще валидизировать, то есть отдать в институты, опять же, там эти же студенты, которые там обучались там 2-3 дня техники, и потом они ее берут и проводят опыты над ней. Над ней проще проводить опыты, чем, скажем, там 2-3, там 10 лет к тебе пациент ходит и проводить на нем опыты. Какие-то лонгитюдные исследования всегда проигрывают, лонгитюдные, долгие, да, исследования проигрывают краткосрочным. То есть есть интересы образовательного, да, там, истеблишмента, но мы тут не учитываем интересы пациентов, а что им нужно. А зачастую им нужна какая-то долгосрочная терапия. Очень многим нужна просто долгосрочная терапия. Они ходят по разным психологам, они ходят по разным тренингам. И в итоге, да, они ищут эти изменения, но эти изменения с каждым разом эффективностью снижается. Снижается она по одной простой причине. Чем сильнее ты пытаешься изменить психическое состояние пациента, чем ты сильнее там, воздействуешь на это, тем сильнее бессознательно выстраивает защиты, потому что бессознательно воспринимает изменения как жесткое нападение на себя, как убийство своих каких-то частей, которые раньше работали, почему их должна сейчас сама себя убивать. Потому что с точки зрения сознания это звучит так: любые изменения – это хорошо. С точки зрения бессознательного любые изменения – это плохо. Потому что это приводит к убийству меня. То есть и бессознательное не мыслит так раздельно, как мыслит сознательное мышление. То есть у нас оно мыслит абсолютными категориями всеобъемлющести. То есть там нет, например, мы, например, всегда делим прошлое, настоящее, будущее. У нас время разделено. В бессознательном, например, нет такого разделения. То есть там есть одно большое сейчас. Если ты меня сейчас убил, то ты меня убил и в будущем, и в прошлом, там, и в настоящем. То есть я перестаю существовать. Если я изменился, значит я умер. То есть у нас есть как бы вот эта категория, да, там, я был таким, стал другим, да, а там нет такого. То есть там как бы ты был таким, вот, стал другим, все. То есть вот тот другой, он просто умер. И поэтому у нас есть какой-то вот этот разрыв, да, то есть с одной стороны, как бы вот начинающие психологи, они очень любят краткосрочные техники, но в итоге они приходят в частную практику с этими краткосрочными техниками, и просто-напросто клиенты перестают к ним приходить. Почему? Потому что он приходит, он получает результат, но там с каждой сессии этот результат падает, и в итоге, ну, люди не дураки, они просто уходят. Потому что если они приходят к профессиональному психологу, у него этот результат, он где-то на стабильном уровне. То есть, и он всегда должен быть в 2, в 3, в 5 раз больше, чем пациент вкладывает времени, усилий, денег вот в эту процедуру. И в этом отношении, скажем, профессиональный психолог, который может там долго работать, а мы как бы зачастую этот профессионализм делим, да, на то, что он долго может работать, он складывается из нескольких факторов. Первый фактор – это диагностика, потому что начинающие просто все гребут под одну гребенку и, соответственно, к ним попадают как здоровые пациенты, да, ну, в большинстве своем психологам приходят здоровые пациенты, потому что я работал в психиатрическом кабинете, и я просто видел, да, что у меня каждый 20-й условно пациент психотик, а у врача-психиатра у него каждый 2-й, 3-й пациент психотик, потому что, ну, как бы написано врач-психиатр, ну, и туда идут более тяжелые патологии, да. Ну, к счастью, мы как бы защищены вот своим вот этим названием психолог, да, от более тяжелых пациентов, но тем не менее они к нам приходят. И зачастую психологи начинают с ними работать так же, как с невротиками. И в итоге тут происходит еще такой момент, да, что мы концентрируемся на том, что врач влияет, да, на пациента, психолог влияет на пациента. Но на самом деле это не так. На самом деле пациент влияет на психолога и очень сильно, потому что
у нас есть законы коммуникации, и в коммуникациях очень просто, да, они очень просты. Кто больше говорит, тот больше и влияет. То есть, если у вас на сессии пациент говорит больше, чем вы, то он больше и влияет. Поэтому, в общем-то, все технологии направлены, техники для начинающих психологов, они направлены на то, чтобы пациент как можно меньше говорил, и меньше говорил вот именно, или говорил в каких-то стандартах, в стандартных каких-то ячейках, не выходил за рамки этих ячеек, и психолог двигался по какому-то заранее расчерченной карте. Так что у нас резюме, да, такое, есть у нас противоречие между потребностями пациентов, а у них есть потребность у многих пациентов, которые средний класс, хорошо зарабатывают, у них хороший интеллект, у них есть потребность довольно глубоко себя понимать, потому что чем больше они себя понимают, тем, в принципе, они становятся более успешными, более богатыми. Кстати, про деньги очень быстро, да, взлетают, да, в отличие, скажем, от любви. Вот, как в результате долгосрочного лечения. Они более гибче становятся, они в стрессовых ситуациях меньше страдают, то есть любая стрессовая ситуация это понижает нашу способность мыслить, да, до какого-то примитивного уровня. Да, и, собственно говоря, если ты проработан, так называемая проработанность, это реакции на стрессовые какие-то обстоятельства. Да. И такие люди, в общем-то, средний класс, умные, хорошо разговорчивые, они, в общем-то, заинтересованы в долгосрочных услугах. Но начинающий психолог просто не в состоянии их дать. А если его качество услуг падает, то пациент просто от него в какой-то момент отказывается, говорит, извините, Федя, а я не хочу к вам ходить, я не хочу к вам приходить, потому что я не вижу толка, да, ничего, нет изменений. Если он приходит к стабильному профессиональному психологу, то у него этот какой-то результат, он длится месяцами, годами, да, то есть он получает этот результат, потому что люди не дураки, они не готовы тратить свои деньги на какую-то ерунду. Если это им не дает эффекта, а эффект психолог профессионально, ему нужно каждую неделю-две создавать что-то новое, потому что он придумал какую-то технику, какую-то интерпретацию, она поработала неделю-две, все, через какое-то время бессознательное поняло, как это работает, и начинает выстраивать защиты. Это парадокс такой. Да? Чем у нас больше пациент ходит на всякие психологические тренинги, техники, тем сильнее у него защищенность от изменений. Вот этот парадокс, его нужно понимать, что чем больше к вам будет ходить пациент, тем более он сложный будет для терапии. То есть тем сложнее ему будет создавать новые технологии, новые техники, новые какие-то вещи, которые бы его изумили бы бессознательно и заставили в какой-то момент меняться. То есть наша задача обмануть бессознательное, сделать какую-то такую технику или создать какую-то ситуацию изумления, да, что оно когда изумляется, оно не понимает, что происходит, и происходят новые изменения. То есть, потому что взрослого человека невозможно изменить. Его можно изменить только создав такую ситуацию изумления. Да? Вот. И в этом отношении, да, выгодно, то есть психологу, например, выгодно, что к нему приходит пациент, но ему выгодно почему? Потому что это выгодно и пациенту. Как только пациенту становится невыгодно, пациенты уходят. И это клинический факт. Мы это видим на своих коллегах-профессионалах, мы видим у себя в терапии, когда мы что-то не доработали, у нас пациент уходит. Когда мы его не поняли, а наша работа – это понимание пациента. Когда мы его недостаточно понимаем, недостаточно создаем новых техник, причем он меняется, да, вы слышите, да, что чем больше ты техника или интерпретации применяешь, тем более изощренными становятся защиты бессознательного. Вот. И в этом отношении, да, выгодно, то есть выгодно тебе коллеги говорят, какой ты молодец, слушай, как у тебя здорово, то есть у тебя 3 года уже пациент, а ты продолжаешь работать, да, и у тебя пара, да, 3 года ходит, и она получает результаты, потому что если люди не получают результата,
они просто у психолога не задерживаются. Ну, это как бы говорим про достаточно здоровых, да, людей. Если мы говорим про достаточно разрушенных людей, или там вот, ну, с серьезными проблемами психотическими или пограничными, то такие пациенты разрушают психолога. То есть если психолог недостаточно хорошо работает, если здоровые просто уходят, то пограничные либо психотические нас просто разрушают. То есть психолог получает травму, там, депрессию там, и вот, ну, сваливается. И поэтому у нас, например, 80% психологов уходят, ну, на горизонте 5 лет из профессии просто уходят и говорят, это невозможная профессия, там невозможно не заработать деньги, там невозможно там, заниматься творчеством, вот, ну, там невозможно чувствовать себя комфортно. Почему невозможно? Ну, потому что, собственно говоря, скорее всего, у вас пробел в диагностике, у вас пробел в долгосрочной терапии. То есть этому вас не учили. То есть, а почему не учили? Потому что это невыгодно клиникам, это невыгодно институтам, да, это невыгодно Минздраву учить долгосрочной терапии. То есть, и вот в 2006 году известный, да, популяризатор краткосрочных методов терапии, быстрых эффектов, такой как Ирвин Ялом, он прям написал, да, что у нас, извините, я оглядываюсь, я в 60-х, 50-х, 60-х годах боролся за то, чтобы у нас были вот какие-то институты, которые бы занимались краткосрочной терапией, сейчас их навалом. И сейчас у нас только институты психоанализа, юнгианского анализа, вот, ну, как остались как такие анклавы, да, где сохранилась технология работы с долгосрочными пациентами. А в институтах психоанализа тоже за эти вот там 50-70 лет произошли тоже изменения в связи с тем, что очень много пациентов здоровых, они вылечиваются там на подступах, да, прежде чем прийти к психоаналитику или там группоаналитику. Они вылечиваются краткосрочными методами терапиями разных школ, разные там всякие там тренинги есть и так далее, неважно, да, то есть они все краткосрочные. И зачастую вот, ну, здоровому человеку, чтобы ему решить какие-то острые конфликты, снять тревогу, ему этого хватает. Но в итоге психоаналитикам приходят довольно сложные пациенты, которые походили уже не к одному десятку докторов, и им не помогает. Им не помогают краткосрочные вещи. И в итоге как бы психоаналитики сейчас работают с пациентами довольно серьезно нарушенными. У них изменился патоморфоз, да, болезней, да, тех людей, которые к ним раньше приходили невротики, да, во времена Фрейда. И сейчас таких пациентов практически нет. Приходит нарциссизм, приходят пограничные расстройства. И, ну, еще как бы у нас изменилась, собственно, психопатология, да, за целый век. И в этом отношении, да, если мы говорим про вопрос, выгодно ли психологу, чтобы к нему ходило, да, ему выгодно ровно до той степени, до которой это выгодно пациенту. И мы видим, что у нас как бы две группы пациентов, либо тяжелые, им нужна долгосрочная терапия, и там результаты не такие красочные, там, замечательные, но они, по крайней мере, не сваливаются в психушку, они там более-менее работают, они не разрушают свою жизнь. И вторая категория – это достаточно здоровые, успешные люди, которые хотят еще более лучших результатов, еще более лучшего гибкости, да, в своей жизни, еще больше эффективности. Да, они ходят довольно долго. И поэтому как бы выгода там, психолога, она строится на выгоде пациента. Это нужно понимать. То есть вот просто так, вот, ничего не делая, сидя у изголовья пациента, а он на кушетке, вы ничего не делаете, поплевываете в потолок, он лечится, такого нет. То есть вам нужно будет постоянно менять свою технологию, вам нужно будет постоянно менять свою тактику и стратегию работы там, с этим пациентом. Надеюсь, я ответил на вопрос, выгодно ли психологу, чтобы пациенты ходили долго. Ну и вот резюме такое, что в принципе ему выгодно, потому что это выгодно пациенту. Второе, да, потому что, собственно говоря,
уже до профессионалов доходят те пациенты, которые уже походили по десятки разных психологов, прошли краткосрочных, которые обещали им там быстрый результат. И они, в общем-то, сделали, да, там, выполнили свое обещание, но они не могут прыгнуть выше головы, да, выше своих там технологий. И третий момент, что профессионалы, там, которые там, знают, что вот, это довольно сложно там, вести пациента, потому что пациент становится более тяжелым, да, то есть через какое-то время он начинает бессознательное пациента читать бессознательное терапевта, и, собственно говоря, вот этот вот парадокс, чем больше ты как бы на него влияешь всякими технологиями, тем сильнее становится защита, да, и эти защиты, их нельзя там взять, там, пробить у взрослого человека. Можно создать ситуацию изумления, можно создать ситуацию сверхпонимания, которую делает профессиональный психолог. Выгодно с точки зрения профессионализма, потому что работа с пациентом – это удовольствие. Потому что чем больше мы знаем пациента, тем больше он знает нас, и тем сильнее защита, и тем более изощренным должен быть ум и психолога, его чувствительность для того, чтобы давать очень новые интерпретации для этого пациента, чтобы он попадал в ситуацию изумления, он попадал, его способность к самопониманию расширялась, и он мог влиять, да, объединять свое сознательное и бессознательное для того, чтобы он смог создавать нечто новое. Вот три основные причины, почему это выгодно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я внимательно читаю все комментарии. Пишите комментарии. Буду рад вас видеть на канале.